Раньше было лучше — это точно не про второй сезон сериала «Почему женщины убивают», потому что я считаю его лучше, чем первый. Я как-то начинал смотреть первый сезон сериала, он вышел в 2019 году. Создателем является Марк Черри, который подарил миру широко известных отчаянных домохозяек и тоже не менее популярный сериал «Коварные горничные». В первом сезоне сериала «Почему женщины убивают» там было целых 3 истории, затрагивающих 3 временные линии, то есть 60-е, 80-е и 2010-е, с разными героями и нравами того времени. Все эти семьи или пары жили в одном и том же доме, и все это заканчивалось убийством. И вот эти вот переплетения 3 историй в разное время, показанные в одно и то же время, в одной серии, мне не понравилось. Иногда за одной историей не успеваешь проследить, и бывает что-то там пересматриваешь, да, перематываешь, а тут целых 3, которые нужно держать у себя в памяти, и несмотря на то, что у меня очень хорошая память, мне все равно этот ход не очень понравился. А во втором сезоне сериала у нас действие происходит в 1949 году. Есть одна целая история, в которой завязаны как главные действующие лица, так и второстепенные персонажи, где каждый преследует какой-то свой интерес. У каждого есть какой-то свой мотив для того или иного действия. Персонажи довольно живые, вот что я хочу сказать. У них есть характер. Они не картонные, лишенные чувств и в кадре лишь для мебели или там, заполнить пространство. Все задействованы. И еще лучше весь этот построенный механизм смазывает отличная актерская игра. Сериал старается передать дух времени костюмами, интерьерами, экстерьерами, поведением, нравами и прочей атрибутикой. Но с другой стороны, он настолько красочный, сочный, цветастый, что меня это немного с толку сбивало. Но тут борьба идет не за историческую достоверность, но все равно выглядит все очень и очень качественно и прилично, с шиком и блеском. И вложено душа в эту картину, и серии радуется глаз. Первый сезон я даже, кажется, не досмотрел до конца, хотя, может быть, я просто его толком не помню, из-за этого мне кажется, что его не досмотрел. А вот второй сезон, его структура подачи сюжета построена настолько мастерски, что создателям удается в конце каждой серии подсаживать зрителя на просмотр следующей. Вот так произошло и со мной. Я как вчера сел смотреть сериал, в себя пришел только в 3 часа ночи, закончив 9-ю серию, и не стал смотреть финальную. Да, это еще один из плюсов сериала, что его не растянули намеренно, да, чтобы заполнить эфирное время, а сделали 10 серий в одном сезоне. Да, я понимаю, возможно, нужно было досмотреть последнюю серию, после записывать отзыв на сериал, но я делаю это по нескольким причинам. Воспоминания еще очень свежие, впечатления тоже. Вряд ли в конце сериала там прилетят инопланетяне и всех поубивают. Я не думаю, что там полнейшее разочарование, что мне придется удалять этот отзыв и писать заново. И самое главное, у меня есть время это сделать. Юмор сериала. Опять же, сложно сравнивать 2 сезона в плане юмора, потому что, с одной стороны, первый я помню плохо, с другой стороны, если бы там действительно были какие-то хорошие шутки или смешные сцены, или я там умирал от смеха и падал на пол, то тоже бы это очень четко запомнил и по ходу дела всем подряд бы его советовал, но этого не было. Вообще сериал позиционирует себя как черная комедия. Тут и юмор, и драма, и криминал, и немножко детектива. Есть много людей, которые не могут отличать теплое от мягкого и вешают на все подряд какие-то ярлыки. И на этот сериал как-то умудрились повесить ярлык торжество феминизма. Там нет какого-то дикого перегиба, угнетения мужчин, что они там, я не знаю, тупые или еще какие-то озабоченные членоносцы. Да, есть дамочки, которые ничего не делают, кроме посиделок в кафе, едко глумятся над неудачницами, которым не удалось удачно выйти замуж, и вечно плетут и обсуждают какие-то сплетни. И все это потому, что у них есть богатый муж или был, умер. То, что у женщин постарше или старух может быть 20-летний любовник, это то же самое, что у старых мужиков, стариков может быть 18-20-летняя девка с плейбоя. Есть деньги, ты просто берешь и покупаешь себе кусок мяса. Вот и все. Не знаю, я лично тут никакого оголделого и безумного феминизма не увидел совсем. Но да, сериал больше рассчитан на женскую аудиторию, плюс к этому подойдет для просмотра, например, парням вместе со своей девушкой или женой, или любовницей. Второй сезон вышел остроумный, забавный, наполненный курьезными ситуациями, с колкими и броскими фразочками. И вообще я бы порекомендовал начинать просмотр именно со второго сезона и смотреть его. Он никак не связан с первым, не думаю, что вы что-то от этого потеряете. И посмотрев первую серию второго сезона, решите для себя, вам зашло или нет.
потому что дальше все будет продолжаться в подобном тоне. А на этом все, до скорой встречи, пока.